Что такое гимнастика мозга, разберемся в этой программе. Здравствуйте, дорогие родители, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школа скорочтения и развития памяти у детей. В этой программе «Учимся учиться» я разбираю различные вопросы, касающиеся методик эффективного обучения, отвечаю на вопросы родителей. И сегодня мы разберем такую тему, как гимнастика мозга. Разберем, что это такое, что почитать, посмотреть, какие упражнения самые эффективные, нужно ли это в принципе делать или не нужно. До недавнего времени у человечества было представление, что вот интеллектуальная, умственная деятельность – это что-то отдельное, ну а физическая деятельность – это что-то также отдельное, друг с другом не связанные. То есть спортсмены, предполагалось, что люди не одаренные умственными способностями, да, ну а соответственно ученые, мыслители, философы, представители интеллектуальных профессий, они могут иметь какое-то слабое тело и в принципе спортом не заниматься, ну, потому что это деятельность абсолютно другая. Исследования последних нескольких десятилетий говорят нам об обратном. Появление МРТ, ФМРТ позволило взглянуть внутрь черепной коробки и понять, что активность определенных участков мозга напрямую связана с физическими движениями. То есть в процессе развития ребенка, если, например, он не ползал, ну, мой любимый пример, да, то, соответственно, у него, скорее всего, будут проблемы с чтением и с почерком в более взрослом возрасте, потому что в процессе ползания развиваются те участки мозга, которые отвечают за пространственную ориентацию. У современных детей очень много таких проблем. Это во многом связано с тем, что появление большого количества гаджетов, различных телефонов, планшетов приводит к тому, что ребенок физиологически развивается с детства неправильно. То есть родитель дает ребенку телефон, планшет, ребенок родитель никоим образом не напрягает, спокойно сидит в планшете, в телефоне, втыкает в это устройство и, соответственно, не ползает, не бегает, не ездит машинками по полу, что приведет в дальнейшем к огромному количеству проблем в обучении, в письме, в чтении, в общем, к огромному количеству проблем, связанных с тем, что определенные участки мозга развились неправильно, либо развились недостаточно. Мы в своей работе очень много и часто используем различные упражнения когнитивные, да, которые развивают мозг с помощью движений. Ну а в этом видео я дам достаточно простые упражнения, разработанные ну или у кого-то позаимствованные Полом Деннисоном. Это американский автор, разработчик так называемый в Штатах на Западе распространенной системы гимнастика мозга. Дам несколько упражнений, которые вы легко сможете с ребенком повторить дома и которые дают достаточно хорошие, ощутимые результаты при небольшом количестве занятий, занимаясь там буквально 5-7, ну, максимум 10 минут в день. Так, первое упражнение называется «Кнопки мозга». Правую руку кладем на живот на уровне пупка, ребенок кладет, делает это стоя, но я буду делать это сидя. Ну, а левую руку, большой и указательный палец ставят под ключицу. То есть под ключицей есть такие ямочки, и, соответственно, нужно на них нажимать и массировать 20-30 секунд. Далее мы руки меняем, то есть правую руку кладу на, соответственно, точки и левую на живот на уровне пупка. И также массирую, то есть вот эти ямочки. В чем смысл упражнения? Ну, это физиологическая активная точка, соответственно, массирование ее не короткий промежуток времени дает достаточно хороший результат в виде
того, что ребенок сосредотачивается, то есть во время перерывов при выполнении домашних заданий очень полезно делать, плюс происходит активация определенных нервных центров. В общем, не буду вас грузить, да, физиологическими особенностями. Это работает, это полезно, и особых, соответственно, минусов, особых побочных эффектов у этого упражнения нет. Следующее упражнение называется перекрестные шаги. Также делается минуту, не больше, то есть нет здесь задачи какой-то физической активности, да, а задача, соответственно, определенной области мозга развить. Я не буду его показывать, у вас на экране появится картинка, как упражнение делать. Фактически нужно что делать? Нужно делать его стоя, мы правый локоть, соответственно, двигаем, опускаем к левому колену, левое колено поднимаем. Ну, то есть правый локоть к левому колену, левый локоть к правому колену, и вот такие перекрестные шаги делаем. Старайтесь, чтобы ребенок все-таки тянул не колено к локтю, да, и не локоть к колену, а немножко, само плечо к бедру. То есть объясняем мы ребенку сначала, что колено к локтю и локоть к колену, а добиваемся того, чтобы тянулось именно плечо к бедру, то есть чтобы были именно такие перекрестные шаги, которые ребенок делает на месте. В чем польза этого упражнения? Очень важная вещь при формировании навыка письма, чтения – это понимание средней линии тела, внутреннее ощущение средней линии. Да, у нас есть вот средняя линия, которая делит наше тело на правую и левую часть, и физически должен ребенок эту линию чувствовать, то есть понимать, где право, где лево. Зачастую у ребенка этот навык не формируется. Кстати, это такой аналог ползания, да, где ребенок ползает сначала правой частью, потом левой частью и делает это пропорционально. То есть если даже ваш ребенок в детстве ползал, но делал это как-то с уклоном в одну сторону, то очень полезно это упражнение будет поделать, и вы при его выполнении будете видеть, какие проблемы у вашего ребенка. То есть, например, правую руку к левому локтю будет, правую ногу к левую руку, например, к правой ноге будет тянуть легко, а вот наоборот будет, соответственно, проблема. Следующее упражнение называется крюки Деннисона. Делается то же, что я буду показывать сидя. У вас появится картинка, как ребенок должен это упражнение выполнять. Ноги скрещены, то есть ребенок стоит, и, соответственно, руками нужно сделать вот так. Скрестить и смотреть вверх, а кончиком языка дотронуться до верхнего неба. И пытаться 30, 40, 60 секунд устоять. Зачастую ребенок будет падать, поэтому лучше это делать где-то на мягком ковре, где нет рядом каких-то шкафов, столов с острыми углами, потому что вероятность, что ребенок не удержит равновесие, достаточно большая, и, соответственно, нужно контролировать этот процесс, особенно сначала. Это первый этап. На втором этапе ребенок ставит ноги параллельно и, соответственно, руки ставят вот так, что каждый палец кончиком касается другого пальца. Также упражнение делается буквально несколько раз, и несколько десятков секунд нужно простоять вот в таком режиме, закинув, смотря вверх, голову при этом не поднимая и кончиком языка касаясь твердого неба. Это упражнение крюки Деннисона способствует тому, что ребенок успокаивается, то есть очень хорошо работает на гиперактивных детях, да, когда
перед началом выполнения уроков вы это упражнение делаете, и это позволяет ребенку лучше сконцентрироваться. Ну и еще оно тренирует вестибулярный аппарат, то есть навык ребенка оставаться вот в нужном положении, не падать и так далее. Следующее упражнение называется ленивая восьмерка, либо спящая восьмерка. Выполняется следующим образом. Ребенок вытягивает вперед руку и большой палец и начинает глазами следить за большим пальцем, а большой палец, соответственно, рука с большим пальцем рисует восьмерку. Знак бесконечности, называется ленивая восьмерка, потому что восьмерка как бы спит, лежит на боку. Одной рукой, второй рукой и, соответственно, двумя руками вместе. Амплитуда сначала будет достаточно маленькая, то есть нужно добиться того, что ребенок даже маленькую восьмерку рисует, но она достаточно ровная и правильная. То есть это упражнение формирует как раз-таки понятие середины тела, да, понятие средней линии, потому что ребенок как раз-таки на уровне средней линии должен проходить середину восьмерки. Также упражнение делается там 30-40 секунд, максимум минуту. Ну и последнее упражнение, о котором я расскажу, называется колпак для мозга. Выполняется следующим образом. Большой палец каждой руки ставится с задней стороны уха, и, соответственно, мы уши вот так массируем, идем вниз, мочки массируем. То есть фактически делаем массаж для ушей, делается тоже 30-40-50 секунд. На ушах находится огромное количество нервных центров, то есть мы, нажимая, массируя уши, их активизируем, и, соответственно, процесс обучения проходит легче. Я рассказал 5 упражнений, у господина Деннисона их 26. Если интересно, можете найти либо в интернете, либо книжку его заказать, купить. У меня упражнения чуть сложнее, подробнее про них, про комплекс когнитивная гимнастика, да, у меня есть такая программа. Я рассказываю на своем отдельном вебинаре, то есть под этим видео, скорее всего, есть на него ссылка, так что регистрируйтесь, вебинар достаточно часто я провожу такой, и, соответственно, записывайтесь, участвуйте, и много полезного узнаете о когнитивной гимнастике, о том, как, соответственно, у ребенка своего эти возникшие проблемы решить и его успеваемость повысить. Ну, а с вами был Шамиль Ахмадуллин. Если у вас есть вопросы, то задавайте их на нашу электронную почту вопрос@turborit.ru. Успехов вашим детям в обучении. Пока-пока.